Овны, здравствуйте! С вами Алла. Сегодня мы посмотрим, что вам принесет август месяц. И давайте посмотрим сигнификатор августа. Итак, четверка жезлов. Для овнов август месяц будет очень важен с точки зрения семьи. Если у вас уже есть семья, муж, дети, то август будет очень как-то затрагивать либо тему переезда, либо тему жилья, дачи, ремонта, воспитания ребенка, либо взаимоотношения с мужем. То есть весь август овны будут очень сильно заняты семьей и семейными делами. Если же у вас пока что нет отношений, смотрите, аркан влюбленная. Это про то, что август месяц будет очень щедрым для овнов с позиции личных отношений. Паж Пентаклей говорит о том, что если в вашей жизни есть отношения, например, дружеские с мужчиной, или это френд-зона, или это ваш коллега, с которым вы давно уже как бы общаетесь, но вы чувствуете, что есть симпатия, но тем не менее никак эти отношения не завязываются в близкие. Так вот, август как раз может активировать эти отношения. Поэтому, если мы говорим про август, именно сигнификатор, то для овнов это тема отношений и семьи. Потому что вот эти отношения, если вы свободный овен, без мужчины, то август как раз может вам принести не новые отношения, а с кем-то из тех мужчин, с которыми вы дружите, вы общаетесь вот как приятели, но как-то все очень долго тянется. И вот именно август может вас подтолкнуть, дать какую-то ситуацию, когда вы почувствуете, что мужчина либо начал активничать в вашу сторону, либо произойдет какое-то событие, после которого ваши отношения из приятельских перейдут в личное. Так, это был сигнификатор. Теперь давайте посмотрим совет карт для вас на август. Тройка жезлов, паж чаш и шестерка чаш. Значит, для тех овнов, которые сейчас находятся, например, в каком-то подвешенном состоянии, может быть, вы ищете работу или ищете новые возможности, или вы сейчас ищете какой-то новый способ масштабироваться как специалист, либо вы сейчас думаете, как продвигать, может быть, какой-то проект, либо хотите там с одного отдела перейти в другой отдел, либо кто-то из вас, может быть, думает о чем-то своем, например, там работа на фрилансе. Карты говорят о том, что август месяц вам даст новую классную возможность. Но возьмете ли вы ее, захотите ли вы активничать, это уже, конечно же, зависит только от вас. Потому что шестерка чаш, она всегда приносит новое видение, какие-то новые инсайты, новые мысли. Это когда вы в какой-то момент просыпаетесь и думаете, а почему мне бы не рискнуть и не позвонить, например, там в ту-то компанию, или там не пойти к своему руководству и не сказать, что я готова, например, там идти на повышение, или я достойна большего. Ну, то есть, а почему бы мне не рискнуть и не заявить о том, что я могу и хочу больше? Вот если, овны, вы рискнете, да, здесь надо очень сильно проявиться. Здесь нужно, знаете, как вот переплюнуть свои комплексы и переплюнуть мнение окружающих. Особенно это касается работы и коллектива. Если вы очень сильно переживаете, что о вас думают другие, здесь очень большая вероятность, что вы не сможете реализовать вот эту возможность. Потому что вы можете быть очень сильно зациклены, а что обо мне подумают, а как я буду смотреться, а правильно ли это, если я там буду перепрыгивать через чью-то голову, например, если это касается работы. То есть здесь вам совет, чтобы вы не парились на тему, что о вас подумают коллеги.
или что о вас подумают клиенты, или что о вас подумает руководство. На что вам нужно обратить внимание в августе месяце? Какой вам урок преподаст Вселенная в августе месяце? Смотрите, какая прелесть. Туз пентаклей и шестерка пентаклей. Ну, во-первых, смотрите, еще и аркан суд. Очень классно для тех овнов, которые сейчас, например, хотят идти на повышение, которые хотят открывать что-то свое. Либо вы хотите уходить с работы на дядю, уходить в самостоятельное плавание. Август вот может быть как раз точкой отсчета, когда вам нужно поверить в себя, в свои силы, когда вам нужен урок самоценности, когда вам нужен урок хорошей, здоровой самооценки. Когда вы перестанете смотреть на то, чтобы вас кто-то оценивал, коллектив, руководство, клиенты, еще там кто-то. То есть ваша задача в августе месяце ориентироваться только на себя. Что я могу? Какие у меня сильные качества, как у личности, как у профессионала? Чего на самом деле я действительно хочу? Чего я могу добиться на самом деле, если отбросить все мои страхи? Овны, потому что это, во-первых, ваш профессионализм, во-вторых, это ваши цели, а в-третьих, это вера в себя. И для тех овнов, которые сейчас хотят, но боятся или сомневаются в себе, вот этот второй прогноз говорит вам о том, что это твой знак. Это знак от Вселенной о том, что либо ты рискуешь, чем ты рискуешь? Ты рискуешь остаться вот в той точке, в которой ты сидишь. Кто-то из вас, может быть, несколько лет уже сидит в одной и той же точке. И вот август – это как раз вот та черта, когда либо вы идете во что-то новое, именно здесь касается профессионализма, работы. У кого-то это может быть повышение, либо переквалификация, либо другая профессия, либо работа на себя. То есть если вы не рискуете, то очень большой, не шанс, а, знаете, как большая вероятность того, что вы откатитесь назад и там еще застрянете на очень много времени. Поэтому рискуйте, рискуйте в хорошем смысле, потому что, смотрите, Вселенная вам однозначно будет помогать. Шестерка Пентаклей – это про то, что двери вам будут открывать. Руководство вас услышит, там кто-то вам предложит на работе повышение, либо там переквалификацию. Ну, то есть Вселенная даст вам зеленый свет. Поэтому дерзайте, и у вас все в августе должно получиться. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. У кого что срезонировало с общим таро прогнозом, отпишитесь в комментариях. И до новых встреч на моем канале. Пока!